Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад, ноябрь, события на пороге. События с первых дней месяца и 3 главных события. Несколько раньше я делаю этот прогноз на следующий месяц, и вот по какой причине. Планетарно у нас как раз вопросы октября и ноября будут увязаны воедино. Мы не сможем тут что-то, как четкую грань провести. Сейчас я договорю и объясню, что тут у вас может на кону стоять. Так вот, то, чем вы занимаетесь в октябре, оно плавно перетекает на ноябрь. И если в октябре, опять же, даже планетарно, не в картах дела, тот вопрос, по которому вы пытаетесь определиться, или группа вопросов, больше ясности или больше понимания, может быть либо на начало ноября, либо где-то до 20 числа, и это связано с заходом Плутона, последним заходом Плутона в знак Козерога. Поэтому давайте немножко и забежим вперед, чтобы с чем-то определиться. Надеюсь, нам это как-то поможет. Вот смотрите, на кону как туз кубков и какие-то возможности по части личной жизни или быть счастливым, мои дорогие тельцы. Но для этого будет важно, как не замечтаться, семерка кубков, и все-таки что-то выбрать. У вас выбор будет стоять на кону, это первое. И этот выбор будет сделать, скорее всего, не так просто. Королева жезлов – это та, которая уже шишек себе где-то набила. Это та личность, которая очень притягательна, очень, как магнетизм от нее исходит. Это можете быть вы сами, для кого-то это может быть какой-то человек. Не обязательно у нас королева выпадает жезлов, а это может быть вполне и мужчина. Мы не рассматриваем по полу карты. Но это мы все-таки с вас начинаем, и поэтому это вам следует принять во внимание энергетику этой карты, когда мы не должны повторить какой-то печальный опыт. Королева жезлов, она темой отличается, что она больше сначала обдумывает какую-то информацию, видит конкретную реальность и потом думает, как ей действовать. Она о своих планах никому не заявляет, и это формирует ее сильную позицию. И надо сказать, она наиболее удачлива в решении вопросов, дела, работа, бизнес и деньги. Дела, согласования, то есть, тут у каждого по-своему. Поэтому какая-то деловая сфера, и вам ее нужно совместить как-то с личной жизнью. Вот я бы сказала, вот такая задача у вас может быть. Мы же с вами идем вперед, и мы откроем карты на следующие вопросы. Первое. События на пороге. Чего это может касаться? События с первых дней месяца. Как сфера жизни, возможно. И 3 главных события. Что нам откроют карты? О чем нам хотят сказать? И дальше. Что придет в ноябре? А что уйдет? Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что соглашаться, что должно быть продолжено? И чего опасаться? Что же за события на пороге? Карту умеренности, старший аркан, вам придется совместить несовместимое, мои дорогие, или где-то подождать. Баланс – это не обязательно ожидание, но как раз вот если мы говорим, мы с чем-то определяемся в октябре, а в ноябре наступает больше ясности. Как минимум есть 2 направления, по которым вам нужно вот эту ясность в свою жизнь внести. Может быть, это касается именно документов или каких-то ваших планов на будущее. Вы не можете от чего-то отказаться, по крайней мере, я могу по этой карте судить. На события на пороге еще на начало, как минимум ноября, требуется именно баланс, какое-то равновесие, безусловно, душевное в том числе. Но я могу предположить по всем сферам жизни, отчасти деньги – или по вашей работе, по вашему творчеству вам нужно будет с чем-то определяться. Давайте мы немножко пройдем вперед и посмотрим, что же за события с первых дней месяца. Вот ваше основное как задание, мои дорогие, выйти из какой-то зоны обособленности или
как мы словно за забором находимся. Может быть, это как место уединения или какой-то предыдущий период жизни, мои дорогие тельцы, и это правда планетарно. Вы могли находиться в той ситуации, когда вы пытались что-то сделать, а у вас не получалось. Или когда у вас была какая-то вынужденная, как, может быть, эмиграция, к примеру, да? И вы находились именно в той позиции, когда от вас мало что зависело. Вы себя больше вынуждены были сохранять, с чем-то как раз-таки определяться, может быть. И вот теперь ваш выход, мои дорогие, на авансцену. События как раз с первых дней месяца, постепенное открытие дорог. И пусть в этой колоде нам показан просто человек, как воин всегда по девятке жезлов. Но еще и тот воин, который мудрый, который уже шишек каких-то набил. И посмотрите, в этой именно колоде карт. Воин начинает раздвигать, как будто увеличивать дистанцию между прутьями, между жезлами этого забора. Поэтому, мои дорогие тельцы, выход из какой-то обособленности, открытость миру, рассматривать новые варианты. Для вас события с первых дней месяца предлагают какие-то новые возможности. Но делать это, понятное дело, осторожно, учитывая два фактора, чтобы себе не навредить. Раз. А для кого-то уйти от опасности. Вот я этого тоже не могу исключать. Я хочу прояснить, чего же эти две карты могут касаться. Хотя все предельно ясно, но давайте зададим такой вопрос. Какая сфера жизни будет у вас проигрываться? Вот когда мы аккуратный выход. Еще один старший аркан, отшельник. И все то, что я сказала. Значит, это все сферы жизни. Вам нужно сплести в какой-то единый красивый узор. Вы не можете отказаться от одного и сказать: нет, вот я теперь отдаю приоритет чему-то одному. А нет, тут много приоритетов, тут много задач, тут много возможностей. Но, видимо, выйти из этого отшельника, мои дорогие тельцы, уже на начало ноября совершенно необходимо. Хорошо, идем дальше. И 3 главных события. Первое. Вы на пороге удачи, на пороге возможностей. Карта колесницы, и нам говорят: не отглядывайся назад. Все то, что я сейчас только что сказала по предыдущим картам, для вас очень важно с первых дней месяца ноября. Привести, видимо, что-то в какой-то баланс, когда совместить, к примеру, даже если мы по сферам жизни, работу, заработок и личную жизнь. Или совместить то, что есть в нашей реальности, и ваши собственные планы. По аркану колесница могут быть поездки, переезды, какие-то необходимые, мои дорогие, перемещения, и вы не должны от этого отказаться. И значит, возможно, ваш рабочий график или вашу деятельность следует согласовать или вписать в какую-то открывающуюся реальность. Вы не можете действительно от чего-то отказаться, потому что на кону буквально счастье. И вы не можете действовать, как прежде, мои дорогие, опять же, старший аркан. У кого-то это перемены по работе, получить новую должность, обрести совершенно новый статус. И поэтому отказаться от чего-то, это значит, как себе кислород перекрыть в будущее, понимаете? Тут что-то очень важное может стоять. Что это? Дайте спрошу. Обновление. Есть те составляющие, которые придется адаптировать к какой-то реальности, в которой вы находитесь. У каждого здесь по-своему. Но карта колесница говорит: не отглядывайся назад, встречай все новое, что приходит на твой порог. Опять же, не говорят о конкретной сфере жизни, мои дорогие тельцы. И я так вижу, все 3 сферы жизни, основные, как мы рассматриваем часто: дела, работа, бизнес, деньги и личная жизнь, личные планы, личное творчество. Нужно совместить воедино все то, что я сказала. И не упустить эту самую возможность. Что же за события? Тут может что-то резко меняться. Дважды. Тут могут быть обстоятельства. Посмотрите, у вас еще и колесо фортуны. Тут помимо того, что есть какая-то возможность, так еще фортуна перед вами открывает новые врата. И если мы где-то застрянем,
Мы ведь по аркану баланс можем как раз, знаете, себе сказать, ну нет, вот у меня сейчас что-то получается, дай-ка я не буду ничего менять. Дай-ка я попытаюсь что-то удержать или сохранить. Мне это будет, ну, важно, потому что я так себя более комфортно чувствую. А мои дорогие тельцы, обе карты, что колесница, что колесо фортуны, они не говорят о том, что мы буквально вцепились во что-то и держимся, а как раз когда о том, что мы что-то готовы оставить или видоизменить, адаптировать к новым условиям. Вот вам придется адаптировать самого себя или саму себя, свои намерения, свои планы и какую-то реальность, третье событие. И знаете, я должна сказать честно, пятерка жезлов, карта информационного хаоса. Вокруг вас будет много неразберихи. И вот среди вот этой какой-то сбивчивой или непонятной информации, или когда люди могут вести себя совершенно непредсказуемо. По этой карте люди, даже имея почтенный возраст, могут вести себя как дети, обещают нам что-то утром, а вечером они о нас забывают, или они наши планы, или пусть даже их обещания. Они ну, как-то легко с этим прощаются и считают, что они никому ничего не должны. Поэтому карта говорит, что, ну вот, видимо, третье главное событие, вы убедитесь, что какому-то человеку вы не можете доверять. Ну, может быть, он вам полезен буквально, или интересен, или есть какое-то сотрудничество в очень узком контексте, когда следует это продолжать. И значит, для вас вот этот узкий контекст нужно переложить на реальность вашей жизни и тоже адаптировать, а при этом быть реалистом. Здесь мы, как и информацию, должны перепроверять, также и сами себя беречь должны. Быть готовым к неожиданностям. И, кстати, по пятерке жезлов не торопиться участвовать. Может быть, в каком-то, ну, знаете, как многозадачность. Или вас могут за период ноября обращаться к вам с какими-то множественными просьбами. Так вот, ваши планы или ваши намерения вы должны оставлять в центре внимания. Не ввязаться в какую-то рутину, в то, что для вас не имеет смысла. Не потерять время, но и себя не обесточить. Чего это может касаться, все три карты. На кону могут быть какие-то решения денежных вопросов или важных согласований. Будет, знаете, то в вашей жизни, когда вам придется и подождать что-то, это правда. Может быть, пока оформлен документ и есть четкий регламент. Когда выпадает семерка пентаклей, это обстоятельства отчасти непреодолимой силы, но они связаны именно с паузами. Или с некоторой задержкой, когда мы ждем как раз документов, важных бумаг. Мы этот процесс не убыстрить не можем, потому что от нас он не зависит. Есть жесткий регламент. И вот примите этого внимание. Да, и значит будет период, когда то, что зависит от вас, вам придется делать выбор. И не раз. Или, может быть, быстро собраться, подпоясаться, куда-то поехать. Что-либо согласовывать. И при этом себя не тормошить. Быть внимательным к тому, что происходит вокруг вас. Но и есть еще и та пауза, когда, или вот как этот регламент, когда придется еще что-то подождать. Что же на кону? Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Здесь могут быть буквально какие-то согласования по банковским документам, по системам взаиморасчета. И ваш знак зодиака, и как раз Уран в вашем знаке, он в ретро-движении находится и октябрь, и ноябрь, и декабрь, и январь, мои дорогие тельцы. И уже с февраля-марта он переходит в прямое движение, при этом он остается в вашем знаке зодиака. Почему? С этим событием планетарным многие сейчас связывают изменения в электронных системах расчета с валютами. Какие-то, ну, в принципе, все то, что касается денег и каких-то нововведений, новшеств, изменения систем как таковой, это может быть. И вам действительно себя адаптировать в свою работу или получение денег, или решение каких-то вопросов через банки. Работой у тебя все получится. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. И значит,
Чем бы вы тут ни занимались, у вас получится совместить несовместимое, мои дорогие. Чтобы и быть счастливым, и остаться при деньгах. Ну вот буквально как-то так. Я это все вижу. Давайте пойдем дальше и спросим, что же придет. Ну вот ваше окончательное решение. И в этой колоде карт вот это ваше решение. Это ведь всегда возможность. Словно вот этот жезл делит жизнь на до и после. Переходный период. Мне нечего добавить. Вот где-то приходят новые возможности, вы не можете отказаться. Иначе вы себе, ну, будете продолжать какой-то период ограниченности или ограниченных каких-то возможностей, или вы можете упустить время, на что-то решиться вам придется. Что же уйдет? А вот какая-то игра уходит. Жонглирование буквально 2 пентаклями, поэтому есть возможность заработать деньги, решить многие финансовые вопросы, что-то согласовать, уходит неопределенность, уходят какие-то манипуляции, и больше ясности наступает. Но и, знаете, по части, например, вам предложили что-то, и вы пробовали себя в каком-то новом деле, как в новом амплуа. И здесь вы тоже определитесь, нужно мне это продолжать или нет. Давайте, что же будет продолжаться? Действительно будет продолжаться. И вот весь верхний ряд, который я обрисовывала, рыцарь жезлов, это тот, который идет вперед. Он рыцарь, это самый настоящий рыцарь. Причем, если нужно, он скачет быстро. Ну, а если это как-то может навредить? Есть такое значение по этой карте, что он готов к неожиданностям, поэтому, когда нужно, он готов и остановиться. По этой карте, тем не менее, это карта скорости, быстроты, и нам где-то говорят, что могут быть те события, когда вам придется, к примеру, отправиться в какие-то инстанции, что-то согласовывать, подписывать, и вы это не можете отложить на завтра даже, потому что завтра этой возможности не будет. У вас в течение ноября будет не единожды вот такая позиция, когда вот что-то, какую-то многозадачность нужно оставить и переключиться на решение конкретного вопроса. Поэтому будьте где-то к этому, ну, как и адаптивны, так и готовы внутренне. Это для вас будет важно. Давайте спросим. Вот это продолжится, это такой драйв жизненный, он будет, в принципе, продолжаться для вас какой-то период времени. Давайте спросим, чем не соблазняться? А вы знаете, я вам прямо скажу, тройка пентаклей – это когда мы сдаем жизненный экзамен. И вам придется делать выбор, мои дорогие. О чем нам хочет сказать карта? Знаете, вот как мы говорим часто, судьба, карма, а ведь на самом деле это работает. По каким-то неписанным вселенским законам нам жизнь преподносит своего рода испытания, абсолютно всем, без исключения. И мы должны эти испытания пройти, чтобы сделать важные выводы. Если мы делаем неправильные выводы, нам жизнь, судьба, карма, назовите как угодно, подобный сценарий, но в каком-то новом исполнении заново предлагает. Мы можем назвать это дежавю. Так вот, если мы этот экзамен не проходим, мы себя как отбрасываем назад. И нам какой-то урок жизнь может повторить. Так вот, не соблазняйтесь тем, что может вас как будто отбросить назад, мои дорогие. И все те карты, которые, особенно по верхнему ряду, ну и в принципе все, вы можете как раз совершить какую-то оплошность или что-то упустить, возможно. Или подумать, что я для себя сейчас, ну как, в одну какую-то сферу жизни словно упрусь, и я этим только буду заниматься, а остальное я отложу на потом. А так не получится. Вам придется совместить 3 сферы жизни. Я об этом говорила. Дела, работа, бизнес, ваше творчество, ваша занятость, может быть, документы, согласования и так далее. Может быть, и вопросы здоровья, да, посещение каких-то инстанций. Ну, в принципе, дела мы будем говорить. То, что помимо, ну, наших каких-то эмоций идет. Пентакли все же вопросы денег и вопросы личной жизни. Нам ведь об этом тоже где-то сказали.
Вот разделить свою жизнь, но до и после, взять все самое лучшее и идти вперед. Давайте проясним, чем же это не соблазняться тельцу? Я, кроме опыта, чего это может касаться? Или какая сфера жизни, или куда нас может, в какую сторону склонять наши желания? А вот посмотрите, вот конкретно, действительно баланс держать. Двойка кубков – это где-то баланс, но в этой колоде карт это любовь. Вопросы личной жизни вам придется как-то согласовывать, уравновешивать. И посмотрите, я больше не тяну карты, у вас что-то судьбоносное, мои дорогие тельцы. И с учетом в этой позиции, чем не соблазняться, да? Или чему сейчас не время, а вот эта карта экзамена, прохождения, сдачи экзамена. У вас карта мага. Вы сдаете на степень мага. Либо вы им становитесь, либо может отбросить назад. Нет жестких решений. Есть только умеренность, баланс и согласованность по всем сферам жизни. Опять же, старший аркан и более чем серьезный. И значит, где-то будет очень важно быть гибким, безусловно. Маг – это не про иллюзии, нет, ни разу. И он не родился магом, его жизнь заставила быть таким. Это, как правило, предшествует какой-то очень сложный, трудный путь проб и ошибок. Путешествие иногда в полжизни через костную среду или недопонимание. Когда сила во мне самом человек понимает. И, возможно, для вас вот именно оттолкнуться от ваших желаний, целей, намерений и думать, каким образом вот те даже патовые ситуации или обстоятельства я могу переложить на благо самому себе. Но возможности определенно есть. Поэтому, и вот конкретно какие-то вопросы по части личной жизни вам нужно здесь, как-то соединить в красивый баланс. На что соглашаться? На будущее, мои дорогие. Вот посмотрите. Экзамен нам какой-то не должны повторить. А на что мы должны согласиться? Это карта уверенности в сегодняшнем дне. В якоре. И уже день завтрашний. И, видимо, вот этот период между прошлым и будущим. Понимаю для себя, что да, существует незримая демаркационная линия. Но это не значит, что я прямо там все после себя какую-то выжженную степь или руины превращаю что-то, то, что я уже на сегодняшний момент имею, или удерживать буквально в заскорузлом состоянии. Нет, адаптировать, организовывать как-то по-новому свою жизнь придется. Чего опасаться? Жадности, мои дорогие, вот нечего сказать, когда вы попросту будете пытаться удерживать какой-то свой прежний шаблон поведения, модель поведения, когда вы все же перемены. И, может быть, вы будете стоять, знаете, когда придется искать компромисс. И действительно, тут, наверное, будет не раз, когда я ищу компромисс. Вы, мои дорогие тельцы, мы можем себе такое сказать. И эта карта жадины, она так называется, когда мы не действуем, мы сидим и чего-то выжидаем. Вот этого опасайтесь. Когда мы буквально поставим материальное выше духовного, мои дорогие, нет. Это тоже вам может помешать. С другой стороны, чего опасаться? Знаете, вот это найти какой-то баланс будет важно. И в то же время вы не должны растратить буквально деньги или себя обесточить. Вверху, точнее, пятерка жезлов, и вы можете переключиться на какую-то многозадачность, которая не стоит именно в центре личности вашей или ваших интересов. Или быть где-то, знаете, чересчур несговорчивому, основываться на своих каких-то прежних убеждениях или прежних шаблонах, моделях поведения. Вот этого точно следует опасаться. Давайте я достану карту совета. Мои дорогие тельцы. А вот вам уже не достаю. Вам перевернулись вот такие карты. Четверка жезлов, понимаете? Это праздник после победы. Поэтому какая-то победа должна быть. Тоже две четверки.
И видите, вот четверка пентаклей, карта жадины, а четверка жезлов, карта праздник после победы. И поэтому у вас вот эта уверенность, она должна перерасти в праздник, а не в какой-то мрак, который не имеет продолжения, или в какую-то очень долгую паузу, когда в вашей жизни ничего не происходит, и вы теряете некоторый интерес. И правда, посмотрите, нам выпадает король жезлов, а здесь у вас выпадал рыцарь жезлов. Быть готовым к неожиданностям, может быть, принимать важные решения, карта харизматичного лидера. Для вас семья, любовь, взаимоотношения, близкие – это тоже важно. И эти вопросы вы должны соединить, включить в этот самый праздник. То есть, если, в принципе, вот праздник состоит, ваши важные решения, вопросы семьи, любви, творчества, благополучия вашего дома. И мы говорили, это аркан повешенный, что постепенно девятка жезлов, человек отодвигает эти прутья, он выходит из какого-то уединения, из замкнутого пространства. И нам в этой карте показана очень красноречивая карта. Вверху как будто часы, а внизу расположен человек. И даже непонятно по этой карте, это не он повешенный, а он как будто сам держится за перекладину и ничего не предпринимает. И по часам две стрелки сошлись уже на значение 12. И секундная стрелка отсчитывает последние мгновения. Ваше время пришло. И опыт какой-то прежний. Вы тоже. Вот это все то, что у нас лежит до карты повешенного. Так вот, какие-то предыдущие ошибки, какие-то разочарования, душевная сердечная боль или внутреннее состояние боли, оно, вы должны себя как-то организовать на совершенно другое качество жизни. Какой-то стопор или когда ничего не происходило, было какое-то, может быть, и долгое ожидание, но по этой карте мы выбираем себя. А вот все то, что наносное, оно не важно, значит, есть что-то важное. Вас этот период научил мудрости, безусловно, и себя сохранять. И девятка пентаклей для кого-то в основе всего прекрасный период для самодостаточности. Он был, видимо, необходим, какой-то период паузы, какого-то, подвешенного словно состояния для того, чтобы вот теперь это перевести в праздник после победы. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.